9 домашних средств от кашля и ангины. Осенью и весной традиционно начинается сезон простуд, и многие из нас заболевают. А больное горло и кашель – симптомы довольно неприятные. Конечно, врачи прописывают нам лекарства от простуды, но не все из нас лекарства любят. В то же время, наряду с аптечными препаратами, есть эффективные, а главное более экологичные, безопасные домашние средства и народные методы, которые помогают вылечить кашель, больное горло и поднять иммунитет. Средства, о которых мы сегодня расскажем, очень простые, а ингредиенты для них у вас, скорее всего, есть дома. Ну, а если чего-то нет, то сейчас не проблема найти все, что нужно в любом продуктовом магазине. Полоскание соленой водой. Очень полезное средство при сухом кашле и боли в горле. Оно снимает отек в горле, облегчает состояние. Для полоскания нужно взять чашку горячей кипяченой воды и добавить в нее небольшую ложку соли. Когда соль растворится, а вода немного остынет и станет теплой, можно начинать полоскать горло. После полоскания сразу становится легче. Имбирь. Оказывается, он тоже хорошо помогает при кашле. Имбирь очень острый и обладает множеством полезных свойств, в том числе антимикробными и противовоспалительными, а также иммуномодулирующими. Имбирь помогает уменьшить отек горла, удаляет скопившуюся в дыхательных путях слизь, поднимает иммунитет. Употреблять имбирь можно в виде имбирного чая. Приготовить его очень просто. Нужно очистить кусочек имбиря, нарезать его небольшими ломтиками или натереть на терке и залить кипятком. Дать постоять в течение нескольких минут, отфильтровать и пить такой напиток несколько раз в день, исключая время перед сном. Иначе будет сложно заснуть. Куркума. Многие знают, что это не просто специя для приготовления вкусных восточных блюд, а еще и эффективное лечебное средство. Действительно, куркума очень полезна для здоровья. Она обладает антисептическими, противовирусными и противовоспалительными свойствами, защищает организм от многих видов инфекций, а также помогает избавиться от кашля. Как использовать куркуму для лечения кашля? Просто пейте чай с куркумой или молоко, смешанное с куркумой, и вы быстро придете в норму. Мед – одно из старинных домашних средств, которые применяются для борьбы с разными недугами, в том числе и с кашлем. Мед хорошо смягчает горло и снимает боль при воспалениях. Его можно употреблять в чистом виде. Тогда чайную ложку меда нужно просто положить в рот и рассасывать, а можно добавлять чай или молоко. Только помните, что под воздействием высоких температур мед частично теряет свои свойства, так что не добавляйте его в крутой кипяток. Перечная мята. В листьях мяты перечной содержатся витамины А и В, аминокислоты, микроэлементы. А еще в мяте есть ментол, вещество с сильным спазмолитическим, обезболивающим и дезинфицирующим действием. Поэтому мята при ангине и кашле особенно эффективна. Самый простой способ справиться с болями в горле и кашлем – это чай с добавлением нескольких листиков растения или мятный настой для полоскания. Облегчение наступает уже через несколько минут. Еще один хороший рецепт из народной медицины – редька с медом. Берем черную редьку, срезаем верхушку, делаем в редьке углубление и наливаем в него мед. Лучше всего делать это на ночь, а утром из редьки уже выделится сок и смешается с медом. Этот сок взрослым нужно пить 4 раза в день по столовой ложке, детям можно давать по чайной ложечке тоже 4 раза в день. При кашле помогает очень хорошо. Теплый банан. Не смейтесь, но теплый банан реально помогает при приступах кашля. При сильном кашле нужно просто съесть разогретый в микроволновке банан, и это успокоит кашель. Банан можно греть как целиком, так и в измельченном виде. Если кашель с мокротой, можно приготовить отхаркивающий чай. Для этого смешайте в равных количествах липовый цвет, зверобой, подорожник или в такой же пропорции мать и мачеху, душицу и цветы ромашки. Затем 1 столовую ложку сбора залейте стаканом крутого кипятка и настаивайте полчаса. Охладите и затем снова подогрейте, после чего перелейте в термос. Такой чай пьют в течение дня. И в конце домашний рецепт от кашля и ангины, который в нашей семье используют уже много лет. Стакан очень теплого, почти горячего молока, чайная ложка меда, чайная ложка сливочного масла и столько же хорошего качественного коньяка. Все смешать и выпить маленькими глотками. Такой напиток смягчает горло, способствует отделению мокроты, снимает жар и усиливает потоотделение.
Только не забывайте, что это средство включает коньяк, поэтому подходит только при лечении взрослых. Детям давать можно, но без добавления коньяка. А какие рецепты от кашля и ангины используете вы в своей семье? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. До следующей встречи!